Здравствуйте, друзья! В этом обзоре мы с вами продолжим знакомиться с бюджетной серией ZigBee датчиков от Sonoff. И героем этого обзора будет датчик, который измеряет температуру и влажность в режиме реального времени. Модель Sonoff SN-ZB02, протокол ZigBee 3.0. Диапазон рабочих температур от минус 10 до плюс 40 градусов Цельсия. Диапазон влажности от 10 до 90%. Элемент питания CR2450, размер 43 на 43 на 14 мм. Поставляется датчик в стандартной для этой серии оранжевой коробке. Оформление минималистично. Изображение и название сенсора на фронтальной стороне и перечень основных параметров на задней. В коробке нашелся собственно сам сенсор квадратной формы. К легким дизайнерским изыскам можно отнести только его углы, а также наклейка двустороннего скотча для крепления его на стене. Комплектная инструкция хоть и небольшая, но мультиязычная, русский язык присутствует, но единственная полезная информация – это как перевести датчик в режим сопряжения. Как я уже сказал, дизайн датчика, как впрочем и всей этой линейки датчиков, довольно специфический, не оставляя чувства, что при изготовлении заготовки для этого корпуса дизайнер использовал топор. На условно верхнем торце находится кнопка. Нажатие на нее служит для обмена данными ZigBee координатором, а удерживание для перевода датчика в режим сопряжения. С противоположного торца находится отверстие для воздуха, нужное, чтобы проводить замеры его параметров. С этой же стороны находится небольшой паз для отщелкивания задней крышки. На ней указан номер модели и тип используемого в датчике элемента питания CR2450. Крышка открывается с небольшим усилием, под ней находится батарейный отсек. Чтобы избежать ненужного разряда, под батарейкой установлена предохранительная вставка, которую нужно удалить перед использованием. В отличие от более распространенных датчиков такого типа, например от Midze или Aqara, где используется более компактный, но менее емкий элемент CR2032, в этом датчике установлена батарейка CR2450. Для правильного совмещения крышки с датчиком на них нанесены символы в виде стрелки, их нужно установить друг против друга и закрыть крышку. В сравнении с уже упомянутыми датчиками Midze и Aqara герой обзора выглядит гигантом, хотя по картинке может показаться, что он не такой уже большой. В этом обзоре, в части поддержки стоковых приложений, я решил остановиться только на Tuya Smart. Ведь с EV-Link в принципе и так все понятно, и эта система не имеет такого распространения, как Tuya. Тем более, поддержка датчиков Sonoff шлюзами и приложением Tuya Smart неявна, о ней нигде не указано в документации. В моем тесте используется проводной ZigBee шлюз для Tuya от Moes. Ссылку на обзор я оставлю в описании. Процесс подключения аналогичен родным устройствам экосистемы. Заходим в меню шлюза и нажимаем «Добавить под устройство». После этого зажимаем кнопку на датчике, пока светодиод, который будет видно с фронтальной стороны, не моргнет трижды. Ждем, пока приложение не покажет обнаруженный датчик. Далее выбираем локацию для датчика и при необходимости можем изменить его имя. На этом процесс подключения завершается. Данные температуры и влажности будут доступны в плагине датчика и в его строке, находящейся в общем списке устройств умного дома. В плагине датчика есть история измерения, которую можно просмотреть в разрезе дня, месяца и года за все время его использования. Также есть опция включения уведомлений. Правда, где указаны параметры этих уведомлений, мне найти не удалось. В автоматизациях этот сенсор может работать только как триггер и условия, что логично, так как он имеет только мониторинговую функцию. Для этого доступно три параметра, кроме температуры и влажности, еще заряд батарейки. Для каждого из них доступны условия больше, меньше или равно. Исходя из специализации датчика, обычно применяются условия больше или меньше. Вот пример классической автоматизации, которая будет включать розетку, например с радиатором отопления, при падении температуры в помещении ниже 20 градусов Цельсия. Перейдем к работе датчика в Home Assistant. Думаю, что самый распространенный вариант интеграции для этого ZigBee 2MQTT. В примере датчик подключался к версии 1.17.1, успел еще до большого обновления на 1.18. Используемый стик TC2652 на прошивке от 11 февраля 2011 года. Подробнее про интеграцию стик смотрите в пятой части моих уроков по Home Assistant, ссылка на плейлист в описании. Включаем режим подключения новых устройств. Зажимаем кнопку на датчике до 3 световых сигналов, и датчик появляется в общем списке системы. Устройство имеет полную поддержку. Как и другие датчики с батарейным питанием, это конечное устройство, то есть не может пересылать через себя команды других участников сети. Интеграция отдает 4 параметра – температура, влажность, уровень заряда батарейки и качество сигнала.
Эти же параметры будут пробрасываться в виде объектов Home Assistant. Интересной особенностью этого датчика является частота обновления данных. Это хорошо видно в MQTT Explorer. На этих скринах видно, что данные обновляются несколько раз в минуту. Причем это больше касается влажности, изменение температуры происходит реже. На этом примере она изменилась лишь раз. С одной стороны это хорошо, с другой однозначно будет влиять на разряд батарейки. В меню Reporting ZigBee to MQTT можно увидеть, что минимальный интервал отчетов для температуры и влажности установлены как 5 и 10 секунд соответственно. Максимальный тоже отличается вдвое, 1800 и 3600, хотя, несмотря на это, изменение по влажности происходит намного чаще. Я пробовал повысить минимальный интервал до 3 минут, но, к сожалению, эта настройка не сохраняется. Думаю, что она вшита в логику работы датчика. А вот так выглядит страница устройства в Home Assistant. 4 объекта, которые соответствуют 4 значениям ZigBee to MQTT. Конечно, я не обойду вниманием еще один популярный метод, это SLS-шлюз, который в отличие от USB стика является сам по себе автономным устройством, но взаимодействующий с Home Assistant через MQTT. Датчик без проблем подключается. Кстати, сам по себе процесс подключения в SLS мне нравится гораздо больше, чем в ZigBee to MQTT, он гораздо наглядней. В остальном все то же самое. Поддержка полная от производителя и модели до картинки датчика в интерфейсе. Изначально уровня заряда в свойствах датчика не видно, но это особенность SLS. Данные появляются по мере их получения. Как только датчик решит передать данные о заряде, они появятся и тут. Аналогично эти параметры пробрасываются через интеграцию MQTT в Home Assistant. Объект уровня заряда появится одновременно с шлюзом. Для сравнения я использовал показания датчика Midze. В течение всего теста датчики лежали максимально рядом друг с другом, так что можно утверждать, что условия были идентичными. За время наблюдений показания температуры всегда были максимально близки, отличаясь не более чем на несколько десятых градуса. Что касается влажности, то тут разница несколько больше, до 2%. Но помним, что Sanof гораздо чаще шлет обновления, чем Midze. Форма графиков, тут данные за 36 часов, тоже в целом идентична. Оба датчика реагируют на изменения окружающей среды одинаково. Подводя итоги. Главным плюсом этого устройства является его бюджетность, ведь аналоги стоят в 1,5–2 раза дороже. К условным плюсам я бы отнес частоту передачи показаний. Почему к условным? Потому что такая частота однозначно будет влиять на его автономность. Я слышал некоторые свидетельства о том, что батарейка живет не более нескольких месяцев, но подтвердить лично пока это не могу. Также к минусам можно отнести несколько топорный дизайн. Хотя эта оценка лично моя субъективная, и если этот датчик разместить в неприметном месте, то дизайн большого значения иметь не будет. На этом все. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях под этим видео. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Если вы не хотите пропускать новые выпуски, подписывайтесь на мой канал. Также напоминаю, что все интересные новости, обновления, а также купоны акций на товары умного дома вы можете прочитать в моем телеграм-канале, ссылка в описании. До свидания, до новых встреч.